даже отсюда вижу у тебя гигантские кулачища. Привет всем любителям науки! Здравствуйте, здравствуйте. Ля-ля-ля-ля. Меня же не видно. Я чувак-невидимка. Я в домике. Ты что, не знаешь, в садик детский не ходил? Вот и у нас возник сегодня вопрос. Может ли быть такой человек-невидимка, как Максим? Как вы думаете, вообще возможно ли существование 100%. человека-невидимки? Я читал такую прекрасную книгу «Гарри Поттер», и там даже был плащ-невидимка. Меня Ты кто-то что? тронул. Да? Да. Ты даже знаешь, там была целая теория о 3 дарах смерти. Но это другая история. Давайте разберемся и подойдем к этому с научной точки зрения. Давай. Может ли быть человек-невидимка? Как человек видит? Начнем с того. Древние греки считали, что у человека из глаз выходят невидимые, ну греки они такие своеобразные существа, выходят невидимые нити, ощупывают пространство, возвращаются. Щупальца. Щупальца, и потом такие, обратно, о, и И человек понимает. Я тебе могу сказать, что они были правы. Серьезно? Ну да. Ну, отчасти. Знаешь как? Мы же видим за счет чего? За счет света, который попадает на все предметы. От Да. них что делает? Отражается, и отражаясь, попадает к нам в глаз. То есть своего рода свет все ощупывает. И только то, что отражается, может попасть нам в глаз, и только отраженный от предметов свет мы с тобой видим. Какой ужас. Хорошо, а теперь давайте сделаем вот что. Где мой маркер? Пожалуйста, вот тебе маркер. В общем, мы с вами утверждаем, что сам глаз человеческий видеть ничего не может, правильно? Да. Вот здесь у нас находится зрачок, вот здесь находится хрусталик, а вот тут находится сетчатка. И получается, что свет, который попадает вот на такой предмет, да, он отражается от предмета, попадает к нам в глаз и уже попадает на сетчатку. Да, У там кого все есть считывается, у там есть кого есть мозг, лампочка а всякая. потом да. это У попадает кого-то его прямо нет. в мозг. В общем, вот таким образом мы видим предметы. Мы видим не сами предметы, а отраженный от предметов Это свет. страшно звучит, но на самом деле мы не видим ни стол, ни стул, ни табуретку, я не вижу тебя, я вижу только отраженный от предмета свет, поэтому в темной комнате мы с тобой ничего видеть не можем. Да. Почему? Потому что наши глаза не сломались, а просто там нет света. Да, ну а теперь давайте разберемся с отражением, с преломлением света. Давай, Да. показывай опыт. Смотри, самый простой опыт, который я больше всего люблю, он доказывает, что в каждой среде предмет отражается по-разному. Для этого мне нужна твоя рука. Моя? Твоя, ты просто высокий. Итак, Смотрите, внимание. видите, у Герасима маленький кулак. Да. Но он в школе его били, сразу Ужас. видно. Меня не били, потому что, смотрите, я брал с собой вот такую вот вазочку, набирал воды, засовывал туда кулак. О, я даже отсюда вижу у А! тебя гигантские кулачища. Смотрите, Вот это этот да. именно эксперимент показывает, что мы с вами не видим кулак, да, как предмет, а видим отраженный от него свет. Который проходит сквозь стекло и воду. Да. Ну а теперь давайте берем палочку. Давай. Мы берем палочку, трубочку и пытаемся поместить его в воду. Смотрите, оп, и трубочка что сделала? Она как будто бы сломалась. Мы видим, она изменилась. Но Ну, опять, давай я попробуем понимаю, и стеклянную тоже. стеклянную Смотри. очень плохо будет видно. Ну и так, в любой предмет мы видим, что он в воде преломляется. Почему происходит этот эффект? Скорость света, как мы говорили, кстати, в предыдущем видео, можете его 300 посмотреть. тысяч километров в секунду. Когда свет летит от Солнца сквозь космос, Там ему в космосе ничего нет, не мешает. там ему не мешает, у него скорость 300 тысяч километров, скорость света в вакууме. Вот это очень важно. После того, как он пересекает границу атмосферы Земли, он замедляется, потому знаешь, что за счет чего? частички атмосферы его отражают, и он между них тяжело проходит. И он летит уже с меньшей скоростью. Видите, угол света изменился. Да. А если он попадает уже в водичку после этого, то угол света меняется еще разок. Вот так вот. И его угол опускается еще ниже. Но после того, как он попадет, например, в стекло, Ну, а это еще более плотная а это среда. еще более плотная среда, то его угол еще изменится. И таким образом, видите, свет
меняя среды с разной плотностью, меняет свое направление. Конечно. Угол. Мы проведем еще один классный эксперимент. Да. Смотрите, Убираем трубочку. для этого мы приготовили вот такой стеклянный шарик. Все его видят, А почему? потому что он состоит, из стекла. Из стекла. Это стеклянный шарик. И поэтому, Смотри, смотрите. дай могу даже постучать. Вот. И если я его опускаю в воду, то свет в воде преломляется не так, как в стекле. Именно поэтому прозрачный шарик виден в прозрачной Ну а воде. теперь я тебе покажу что-то невидимое. Готов? Давай. Смотри, я опускаю руку сюда Ну-ка. и не беру этот шарик. И как вы думаете, что-нибудь я смог взять? Сейчас подниму, что смогу Ну, взять? воды набрал. На всего вы? лишь. Воды? А вот что, смотри. Это Смотри, капли. что это у меня такое? Вау, покажи. Все. Видали? Это шарики, которые не видны в воде. Они... А из чего они сделаны? А они сделаны, знаешь, из чего? Называется это гидрогель. Это такое вещество, которое хорошо впитывает воду, поэтому они практически на 90% состоят 99. 9 из воды. Смотри, и давай проведем эксперимент. Все думают, что все это одинаково, поэтому держи. Вот этот стеклянный шарик у тебя, и этот тоже шарик, который кажется прозрачным, практически одинаково, да? Да. Смотрите, мы опускаем с тобой одновременно и посмотрим, виден ли будет мой шарик и виден ли будет твой. Вот так покажите. Вот, я вижу вот так. Раз, два, три. У меня ничего нет в руке, а у тебя есть. А у меня видно. А ну-ка, давай повыше поднимем. Давай. У меня ничего нет, Опа, мой шарик виден. а у тебя есть. Нету. Есть. Нету. Так. Есть. И вот, используя именно этот закон, что свет в каждой среде, получается, преломляется по-разному, и мы с вами не видим предметов, а видим отраженный от них свет, мы, кстати, можем сделать, как ты думаешь, можем сделать стекло, например, невидимым? Нужно стекло, сделав невидимым, поместить в такую среду, которая соответствует преломлению, коэффициенту преломления стекла. Ну вот смотри, чтобы было понятно, вот я опускаю стеклянную палочку в воду, ее видно прекрасно. Мы уже это проводили, и все понятно. Да, все понятно. Но вода, она очень не такая плотная, как стекло, правильно же? И коэффициент преломления у них разный. Но есть жидкость, которая все ваши стеклянные прозрачные предметы в доме превратит в невидимые. Солнечное масло. И теперь, внимание, я опускаю эту трубочку в масло, и мы видим, как она исчезает ровно на границе масла. До масла мы ее видим, после масла эта трубочка практически становится незаметной. Ну а теперь, друзья мои, давайте подытожим. Мы задали в начале вопрос, возможно ли существование человека-невидимки. Теперь давайте разбираться. Представим, человек-невидимка — это тот, которого мы не видим. Значит, от него не отражается свет. Значит, свет проходит насквозь. И самое печальное, друзья мои, что этот человек-невидимка имеет глаза. Ага. Но мы понимаем, что человек видит свет, который останавливается на сетчатке, а у человека-невидимки сетчатка тоже невидимая. Свет от предметов проходит сквозь его глаза и летит дальше. То есть, если человек-невидимка существовал бы, то он был бы Слепым. слепым. Да нет, было бы круче, если бы человек-невидимка существовал, по улице бегало бы два глаза. Ага, да, они бы все видели, а остальное тело было бы незаметно. В общем, странный такой человек-невидимка. Это инвалид, который сам ничего не видит, и его никто не видит. С Печально. научной точки зрения человека-невидимки по-настоящему существовать не может. В общем, подписывайся на канал. Ждем тебя в следующих